Приветствую вас на канале Тайны чисел. В этом видео мы разберем с вами людей с числом 5. Число 5 управляется планетой Меркурия. Это люди, которые рождены 5, 14, 23 числа любого месяца или чье число судьбы или имени сокращается до 5. Меркурий – самая маленькая планета нашей Солнечной системы, знаменитая своей быстрой реакцией, изменяющимся характером, сообразительностью и неугомонностью. Она также известна как вечно зеленая планета, планета, которая всегда молода. Ее санскритское имя Кумар, что означает молодость, указывает на юную и царственную природу. На санскрите ее также называют Будда, планета Будхи, что означает разум и сообразительность. Меркурий связан с дыхательной и нервной системой, речью, образованием и разумом. Меркурий не имеет пола и считается холодной и влажной планетой. В индийской системе ее элементом является Земля, а сам Меркурий связан с торговлей. Купеческая натура Меркурия заставляет его рисковать и играть в азартные игры. Это планета крайностей. С одной стороны, люди, которыми правит Меркурий, любят физический комфорт и думают о деньгах. С другой стороны, они не озаботятся о деньгах и равнодушны к физическому комфорту. Хотя Меркурий считается благостной и добродетельной планетой, он делает своих обладателей подозрительными, серьезными, хитрыми и иногда обманчивыми. Меркурианцы остроумны и любят шутки и развлечения. Они изобретательны, умны, деликатны, привлекательны, любят путешествия и приключения. Это прирожденные ораторы, хотя в своем подходе они наукообразны. Они любят искусство, говорят мягко, двусмысленно. Они нежны и легко ранимы. Так как они хотят узнать о себе и о других как можно больше, то легко принимаются за изучение астрологии, нумерологии, хиромантии, физиогномики, графологии и психологии. Они материалистичны, рациональны, аналитичны и по своей природе они критичны. Они любят современные идеи. Меркурий – планета смешанного темперамента, обладает двойственным характером. Она заставляет меркурианцев сразу думать обо всем за и против. Меркурианцы образованные и любят компании себе подобных. Меркурий – единственная планета, которая получает экзальтацию в своем собственном знаке. Меркурий дружит с Солнцем, Венерой, Раху и Кету. Сатурн, Марс и Юпитер к нему относятся нейтрально. Меркурий чувствует некоторую враждебность по отношению к Луне, но это чувство не взаимно. Число души 5. Пятерки обладают нежным и ранимым характером. Это мыслители, по своему характеру это ученики, пытающиеся каждую минуту чему-то научиться. Их активный мозг постоянно занят мыслью. Они любят развлечения и стараются создать вокруг себя веселую и счастливую атмосферу. Это подчас забирает у них много энергии, потому нельзя их осчастливить сразу. Но так как пятерки заинтересованы в том, чтобы завоевать признание окружающих, они тратят всю свою энергию, используя все свои ресурсы, чтобы сделать других счастливыми. Они быстры в принятии решений и импульсивны по своему поведению. Они любят перемены и не строят долгосрочных планов, предполагающих терпение, хотя они всегда заняты разработкой новых путей для получения денег. Так как пятерки наделены способностью размышлять и всегда готовы пойти на риск, то они быстро изобретают все новые способы получения денег, избегая долгосрочных планов. Постоянное желание рисковать толкает их к азартным играм, и они в эти игры вовлекаются и могут лишиться всего. У них молодой подвижный мозг. Пятерки всегда обдумывают свои планы, что делает их исключительно привлекательными. Они очень легко завязывают дружеские контакты с любым числом, но из-за того, что они непостоянны, такая дружба не длится слишком долго. Во время слабых периодов пятерки легко и часто разрывают дружеские узы.
В такое время их часто обманывают, и пятерки теряют веру в друзей и чувствуют себя одинокими. Люди с числом души 5 обладают большой интуицией. Они смогут точно понять намерения любого пришедшего к ним, а также способны видеть маневры своих партнеров и коллег. Они дают советы и ответы еще до того, как дослушают вопрос. Часто они говорят: «Я знаю, что вы имеете в виду», потому что они интуитивно понимают смысл того, что слышат. Они обладают высокой степенью адаптации и с улыбкой на лице могут вынести любую трагедию, любое бедствие. Тем не менее, в своем доме пятерки не любят перемен и особенно не любят, когда люди трогают их вещи или меняют их порядок, в котором эти вещи находятся. С детьми пятерки подобны детям, с молодежью они самая прогрессивная и революционная молодость, а с мудрыми пожилыми людьми они мудры. Пятерки – превосходные логики. Их ораторское искусство и открытость обезоруживают оппонентов. Они могут сделать своих оппонентов друзьями и заставить принять свою точку зрения. Они оказывают хорошее впечатление на людей своей привлекательностью и очарованием своей личности, прогрессивными идеями, способностью к адаптации, ясностью выражения и логикой, позитивным и оптимистичным отношением и веселой молодой натурой. По природе пятерки экономны, но иногда становятся экстравагантными. Хотя их финансовое положение колеблется, они способны копить деньги на черный день. Вообще, им всегда удается достать деньги, когда им это нужно. У них не один источник дохода. Они не могут сидеть без дела и любят разрабатывать различные методы для быстрого заработка. Они всегда инвестируют деньги в бизнес, и из-за их спекулятивной натуры и желания рисковать, они всегда преуспевают в бизнесе. Они – партнеры, на которых можно положиться. Пятерки ценят время, тщательно его распределяют и всегда спешат. Они любят утонченное искусство, особенно поэзию, и могут выражать свои идеи в стихотворной форме. У них подвижный характер, они легко меняются, но не любят менять свои характерные методы работы. По своему характеру это путешественники, которые выносят из своих поездок по стране и за границу большой опыт и значение. Пятерки любят жить вдали от своих семей в других странах, наслаждаться жизнью и учиться. Люди с числом души 5, родившиеся 23 числа любого месяца, счастливее, чем те, кто родился 5 числа. Однако родившиеся 14 числа любого месяца менее удачливы. Им приходится сталкиваться с множеством трудностей и препятствий, встречать в семейной жизни многочисленных соперников. Однако пятерки могут довольно быстро достичь успеха в материальной сфере. Люди с таким числом, родившиеся 23 числа, всегда помогают родственники, начальники, государственные чиновники, политики и представители власти. Родившиеся 5 числа любого месяца упрямы, много и упорно работают, независимо. На них можно положиться, это люди, которые постоянно саморазвиваются. Пятерки счастливы в любви. Они проводят свои преклонные годы в комфорте. Они сохраняют свою молодость и привлекательность до старости, и у них всегда много помощников. Хотя пятерки верят в судьбу и их предназначение, они восхваляют законы кармы и постоянно работают. Однако они знают, что судьба – более важная вещь, а они достаточно удачливые, чтобы получить желаемое совершенно случайно. Если они играют в азартные игры, то выигрывают вдвое и втрое больше других и не сожалеют, когда проигрывают. Они живут на нервах и любят острые ощущения. Они не подвергаются влиянию никаких проповедей любого сорта. Они ценят традиционные верования, но не становятся мистиками. Остаются независимыми в своем образе мышления и всегда открыты к новым идеям. Они любят компании образованных и мудрых людей, а также людей молодых, прогрессивных и современных. Они очень заботятся о своем здоровье и очень осторожны в выборе продуктов. Они заботятся о своей внешности, хотя пятерки стройны, им обычно присуще крепкое телосложение, и они остаются здоровыми и активными до преклонного возраста.
Обычно они живут очень долго. Так как Меркурий получает экзальтацию в своем собственном знаке, Деве, две пятерки – это лучшие друзья. Женщины с числом души 5 более привлекательны, очаровательны, обходительны, сладкоречивы, хрупкие, чем мужчины этого числа. Они стремятся к карьере своим упорным трудом и обходительными маневрами достигают на службе значительных высот. Для них благоприятно раннее замужество. В более позднем возрасте пятеркам трудно найти хороших друзей и верных товарищей. Они запросто могут притягивать к себе людей, но поскольку они очень придирчивы, дипломатичны, но поверхностны в общении с представителями противоположного пола, у них бывают трудности в выборе хорошего мужа. Лишь немногие мужчины могут стать их мужьями. В деловых отношениях или вообще при совместных делах с мужчинами они достигают финансового и общественного успеха. Женщины-пятерки выполняют свои обязанности так превосходно, что завоевывают должное признание выше всякой критики. Предостережения для людей с числом 5. Эти предостережения помогут пятеркам в слабые периоды их жизни. Они не должны ни в коем случае терять чувство юмора и веселого характера. Не должны, когда раздражены, пользоваться своим едким, жалящим и острым языком. Должны перестать быть слишком критичными. Должны избегать стресса, сердечных и нервных нагрузок. Они не должны сторониться детей и избегать развлечений. Должны прекратить все время спешить. Они должны прекратить напрягать свои глаза при чтении ночью, так и при просмотре телевизионных передач. Избегать неправильного суждения о людях. Вместо этого им следует создавать атмосферу доверия в отношении своих друзей и доброжелателей. Должны преодолевать раздражение и избегать чрезмерных размышлений. Они должны постоянно тренировать свое хладнокровие, уверенность в себе, спокойствие духа и мужество. Они должны быть более терпеливыми по отношению к членам семьи и друзьям. Должны избегать фатализма, стараться быть менее упрямыми. Также таким людям не рекомендуется употреблять много соли, если у них проблемы с сердцем или кровяным давлением. Следует избегать быть на холоде, навязывания другим своих идей, ложных обещаний, чтобы не вызывать неоправданных надежд, быть невнимательным во время путешествий и доверять незнакомцам. Пятеркам рекомендуется совершать долгие утренние прогулки, пить больше соков и заботиться о чистоте крови, потому что они легко подхватывают кожные и сердечные заболевания. Делать короткие путешествия, оставаться счастливыми, избегать компании неудачников и пессимистов. Внимательно слушать мнения других людей, а для укрепления нервов и улучшения обмена веществ, по крайней мере 2 раза в неделю проводить массаж тела, используя оливковое масло. Для успокоения своего неугомонного ума можно производить какую-либо ручную работу, например, что-либо делать в саду. Вступать в дружеские и деловые отношения с людьми, чьи числа 5, 1, 3, 97. Развивать совершенно бескорыстные контакты с выдающимися людьми. Учиться быть довольными, благодарными по отношению к друзьям и ценить других. Число 5 – это лучшее число судьбы для людей с числом души 5. Они становятся очень сильными, упрямыми, независимыми, но надежными, счастливыми, мудрыми, привлекательными и в целом производят хорошее впечатление. Людям с числом души 5, которые становятся самостоятельны еще в раннем возрасте, хорошо подходят обладатели числа души 6. Это люди, которые умеют сами решать свои проблемы, способны делать хороший бизнес и создавать благоприятную, бодрящую атмосферу среди коллег и партнеров по бизнесу. Люди с числом души 5 медлительны в принятии решений, тогда как люди с числом судьбы 5 быстры. Этот баланс скорости и осторожности делает их решения ценными, каким делом они бы ни занимались. В целом, 5 – это хорошее число судьбы, так как оно приносит мягкость, доброту, мудрость, интуицию, проницательность, счастье, бдительность и удачу.
Оно приносит богатство через выигрыши в лотерее, наследство или рискованное ведение бизнеса. Делает своих обладателей логичными, рациональными и систематичными. Оно дарует им силу мыслей и прогресс в материальной сфере. Иногда оно делает их пионерами, открывателями и изобретателями. Оно обеспечивает покровительство правительства, представителей власти, политических лидеров, друзей и родственников. Оно приносит признание за должностные отношения в работе, делает своих обладателей многосторонними, производящих хорошее впечатление, привлекательными и по характеру оптимистичными. Также оно приносит большие перемены в работе и в жизни. В целом, число 5 приносит удачу в любых делах. Обладатели числа 5 подолгу живут за границей. 5 – хорошее число судьбы для представителей всех чисел, кроме людей с числом души 2 и 7. Это число более благоприятно для публицистов, писателей, судей, политиков, бизнесменов, актеров, учителей, ораторов, рассказчиков, художников, скульпторов и астрологов. Также число 5 является хорошим числом имени. Оно делает своих обладателей прогрессивными, общительными и живыми, дарует им популярность и наполняет позитивными вибрациями. Это число имени особенно выгодно тем, у кого число судьбы тоже 5. В этом случае оно приносит большой успех в материальном смысле и хорошую репутацию. Имена таких людей вспоминают даже после их смерти. Число имени 5 неблагоприятно для людей, чьи числа судьбы, души или имени будут 2 или 7, или чье судьбы число 4. Число 2 под влиянием числа имени 5 становится более нестабильным. Число же 7 вообще обладает дурной славой, а число 4 сталкивается со многими трудностями, потому что 5 – это число общения, а 4 не любит общаться. Число имени 5 благоприятно для писателей, поэтов, деловых людей, банкиров, журналистов, врачей, политиков и людей, работающих в сфере массовой информации. Слабые периоды для пятерок могут характеризоваться тем, что они могут ощущать слабость в теле, утрату интереса к происходящему, болезнь, печаль, быть не в настроении, не вдохновляться на совершение каких-либо поступков, ощущать недомогание, быть чрезмерно чувствительными, беспокоиться сверх надобности, или же они могут подвергаться финансовым крахам и залезать в долги в мае, сентябре или декабре. В эти месяцы их друзья, партнеры могут их обманывать. Они могут ощущать себя покинутыми, заброшенными или подозрительными, сомневающимися и упрямыми. Слабыми периодами будут являться между 21 мая и 20 июня и между 21 августа и 20 сентября. Эти периоды благоприятны для устройства на новую работу, заключения новых контрактов, завершения начатого и поиска лучшего дома или места работы. Благоприятными датами будут являться 5, 14 и 23 число любого месяца, особенно если эти дни приходятся на хорошие периоды. Благоприятными днями будет среда и пятница. Если же эти дни приходятся на 15 или 23 число любого месяца, они будут еще более удачливые. Рекомендуемые цвета – это все оттенки зеленого, бирюзового, светло-коричневого, дымчато-серого и белыми цветами. Должны использовать перечисленные цвета в своей одежде, наволочках, покрывалах, занавесках, скатертях, постельном белье. Таким людям очень полезно носить с собой носовой платок любого оттенка зеленого, серого или белого цвета. Эти цвета умиротворяют глаз. При недомогании пятерки могут умыть руки, лицо, глаза, а затем восстановление энергии могут вытереться таким платком. Драгоценные камни. Им следует носить изумруд на мизинце в 3 карата, вделанный в кольцо по типу браслета. Сам же изумруд или замещающий его камень нужно покупать в среду и в этот же день отдавать его ювелиру. Забирать тоже нужно в среду, а забрав, носить после совершения определенных ритуалов
Пятеркам следует для восстановления электрохимического баланса. Подходящими друзьями для пятерок, кроме самих пятерок, будут единицы, тройки и девятки. Для женитьбы или романтических отношений должны выбирать мужчин или женщин, родившихся в период с 21 мая по 21 июня или с 21 августа по 20 сентября. Числом души партнеров должны быть числа 2, 3, 5 или 9. Особенно подходят обладатели числа души 1. Взаимоотношения с другими числами. Число 1. Единицы приносят удачу, делают пятеркам дорогие подарки и наделяют высоким общественным положением. Но пятерки не принимают влияние единиц, хотя пятерки всегда готовы пойти на помощь и являются хорошими друзьями единиц. В трудное время они никогда не попадают под влияние единиц. Благодаря своей способности к размышлениям и последовательности, пятерки помогают единицам добиться высокого общественного положения и обрести финансовый успех. Но так как оба эти числа по природе своей независимы, то мужчина-единица не будет хорошим мужем женщине-пятерки. Однако женщина-единица может быть хорошей женой мужчине-пятерки. В бизнесе единицы не являются хорошими партнерами для пятерок. Однако пятерки – хорошие партнеры любых чисел, включая единиц. В политической и социальной сфере оба числа могут работать весьма успешно. Они образуют взаимовыгодную комбинацию и могут друг на друга полагаться. Пятерка и число 2. Они находятся в довольно странных взаимоотношениях. Хотя двойки являются нейтральными по отношению к пятеркам, пятерки не испытывают большой привязанности к ним. Оба числа нестабильны и, следовательно, создают друг другу массу проблем. Они могут успешно работать вместе только при выполнении не очень несерьезных и ответственных задач. Двойки любят дурачиться и подавать пятеркам глупые идеи. Двойки не должны назначать встречи на 5 число или выбирать номер дома кратным 5. Иметь банковский счет, сокращающийся до 5 числа, или же номер машины, который легко превращается в число 5. Двойки привлекают к себе пятерок, однако скоро в их отношении появляется холодок, и их дружба заканчивается. Таким образом, должны заниматься с двойками бизнесом или жениться на них. Пятерка и число 3. Число 3 управляется Юпитером, который по отношению к Меркурию, правителю пятерок, нейтрален. Тройка оказывает на пятерок положительное влияние, и вместе с этим эти два числа создают веселую, радостную атмосферу. Они помогают друг другу и любят бывать вместе. Мужчины тройки могут быть женщинам-пятеркам хорошими жизненными партнерами. В бизнесе пятерки всегда имеют выгоду от сотрудничества с тройками, которые в свою очередь учатся у пятерок тайнам бухгалтерии, ведению дел и тому подобное. Число 5 и 4. Хотя пятерки друзья четверок, эти числа не составляют идеальной пары. Непостоянство пятерок создает четверкам множество проблем. Они не подходят друг другу для дружбы, женитьбы или делового партнера. Если же, конечно, четверка не имеет в качестве числа судьбы число 5. Число 5 и 5. Две пятерки вместе образуют очень сильный тандем. Сочетание двух одинаковых чисел обычно к добру не приводит. Однако это утверждение несправедливо по отношению к пятеркам. В политике, искусстве и бизнесе две пятерки достигают небывалых высот. Люди, имеющие число 5 в качестве числа души, очень выразительны, притягательны, мудры и хитры. У них сильная личность, будь то мужчина или женщина. Пятерки подходят друг к другу во всех смыслах – дружбе, деловом партнерстве, женитьбе. Пятеркам нужно также выбирать свое число для назначения встреч и для определения номера дома, в котором они живут. Число 5 и 6. Друзья, дополняющие друг друга. Шестерка медлительна, а пятерка быстра. Шестерки обуздывают неугомонный ум пятерок и помогают им справиться с беспокойством. Шестерки выгодны пятеркам в дружбе, деловых отношениях, партнерстве и женитьбе. Пятерки же выступают по отношению к шестеркам как хорошие терапевты и лекари.
Пятеркам нужно также выбирать число 6 для назначения встреч и для определения номера дома, в котором они живут. Число 5 и 7. Хотя число 5 и 7 и настроены друг на друга дружески, эта дружба долго не продлится. Эти числа легко притягиваются друг к другу. Пятерки часто вдохновляют семерок на совершение различных поступков, но, однако, всегда неправильно. Когда они вместе, у них могут появляться гнусные и злобные мысли, но по отношению друг к другу эти числа не могут оказывать практической помощи. Семерки не дают пятеркам положительной энергии и, следовательно, не могут являться подходящими партнерами для дружбы, делового партнерства или женитьбы. В браке пятерки всегда обвиняют семерок за свои семейные проблемы. Число 5 и 8. Число 8 управляется Сатурном, планетой, которая является нейтральной по отношению к Меркурию. Однако пятерки настроены по отношению к восьмеркам дружески. Эта комбинация чисел не имеет проблем в дружбе, но восьмерки всегда стремятся пренебречь пятерками, и это не позволяет пятеркам полностью довериться восьмеркам. Следовательно, пятерки должны избегать восьмерок и не выбирать их для дружбы, делового партнерства или каких-либо важных совместных мероприятий, особенно женитьбы. Пятеркам нужно не выбирать число 8 для назначения встреч и номера своего дома, в котором они живут, если только человек с числом 5 не имеет число судьбы 8. Число 5 и 9. Число 9 управляется Марсом, врагом Меркурия. Хотя Меркурий, подобно Сатурну, нейтрален по отношению к Марсу. Девятки помогают пятеркам в бизнесе, денежных взаимоотношениях, а также в совместной жизни. Эти числа могут создавать вместе хорошие вибрации. Это происходит из-за того, что девятки управляются горячим вспыльчивым Марсом, а пятерки холодным и влажным Меркурием. Такая пара противоположностей очень хорошо действует вместе. Девятки выступают супругов и защитников пятерок. Пятеркам следует выбирать девяток для судьбы, для дружбы, для совместных проектов и делового партнерства. При отсутствии хорошего мужа с числом 5, женщинам-пятеркам следует выбирать в качестве мужа единицу или тройку, или на худой конец девятку. В этом сочетании брак возможен, а если оба участника испытывают взаимную заинтересованность, он может продлиться очень долго. Пятерки должны выбирать число 9 для назначения встреч и определения номеров домов, в котором они живут. Я надеюсь, это видео вам понравилось, и вы узнаете что-то новое для себя, раскроете что-то также новое для себя, может быть, даже узнаете что-то новое о своих близких. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!